Я знаю, что я уже прожужжал вам все уши этим международным голосованием Airsoft Player Choice Awards, но у меня, к сожалению, нет другого выхода, потому что я не видел, чтобы в этом году кто-то, кроме меня, вовлекал игроков из России в это голосование, а это на самом деле очень плохо, потому что чем меньше голосующих из России, тем меньше шансов, что мнение нашей страны на те или иные вопросы будет учтено, и в финальное голосование пройдут те продукты и производители, которые зачастую просто неинтересны для нашего рынка. А все это формирует статистику и так или иначе влияет на общий вектор развития отрасли. Это я все к чему. До окончания голосования осталось 2 дня. 28 декабря последний день, когда можно предложить номинантов. Если вы этого еще не сделали, очень прошу потратить 5 минут времени и выразить свое мнение. Ссылка есть в описании, вот можете прямо сейчас ее открыть, чтобы после просмотра этого видео по-быстрому проголосовать. А мы перейдем к новостям. Начать выпуск я хочу с нанотехнологий. Если кратко, то игрок команды Headshot из города Адлер догадался до весьма занимательного способа борьбы с запотеванием очков. Знаете, есть такие гранулы с силикагелем, которые кладут в коробки с различными товарами для борьбы с конденсатом. Правильно, он запихнул пакетики с этими гранулами внутрь очков, и это дало ожидаемый эффект. По его словам, очки перестали потеть. Илон Маск точно в ауте. А теперь плохие новости. Пыль силикагеля содержит от 10 до 70% свободного диоксида кремния. И при вдыхании такой пыли возможно развитие болезни легких – силикоза. Поэтому мы не рекомендуем повторять такой эксперимент во избежание проблем со здоровьем. До нас, хоть и с запозданием, дошли плохие новости. Известный многим магазин страйкбольного оружия и снаряжения Overtune ушел со страйкбольного рынка. О чем свидетельствует грустная надпись на главной странице сайта. О причинах сворачивания деятельности не сообщается. Если кто-то из вас обладает какими-то подробностями, пишите ваши версии в комментариях. Наверное, единственным срачем, который запомнился на прошлой неделе, был срач на тему нашего прошлого выпуска новостей, в котором в том числе рассказывалось про срачи. Народ хейтил нас за эскалацию конфликтов, некоторые обвиняли, что из-за нас скатывается страйкбол, некоторые обвиняли нас в заказухе и так далее, и так далее. Народ, я не могу вам всем угодить, но контент я делаю для вас и основываясь на вашем мнении. Я сделал выпуск без срачей. В комментариях написали, что обязательно нужно освещать тему срачей. Я сделал выпуск, в котором были срачи. Народ начал хейтить меня за то, что я освещаю эти срачи. И будем честны, что выпуск со срачами набрал больше ответной реакции и внимания, чем выпуск без срачей. Взвесив все за и против, я решил, что не буду идти на поводу и буду дозировать тему со срачами. Тем более, откровенно говоря, разбираться в этой тематике мне менее всего интересно. Я лучше буду рассказывать про новинки. Кстати, про новинки. На этой неделе сотрудники магазина Airsoft Rus, или как его еще называют, синий магазин, поделились очень интересным инсайдом. В каталоге самой народной компании ЦИМа появилось 2 горячие новинки. Во-первых, это АЕК-версия полуавтоматической винтовки СВУ АС. Если кто не в теме, СВУ это Bullpup версия СВД. А СВУ АС это версия СВУ со складными сошками и возможностью ведения автоматического огня. К сожалению, пока есть только такое фото. Вторая новинка это СВД с репликой K-Mod шасси СВД МК1 от SAG и адаптером для установки приклада R-серии. Фотка, к сожалению, тоже пока только такая. Компания ICS поделилась подробностями о своих новинках, которые появятся в продаже в 2019 году. Hera Arms CQR это все-таки не кит, а готовый привод, база которого выполнена по архитектуре приводов ICS CXP с электроникой. А внешний обвес это оригинальный обвес от огнестрельных Hera Arms CQR. С копийностью и функционалом у привода полный порядок. Kord PRS это лицензионная ГББ реплика немецкого пистолета Kord PRS. Внезапно. За счет фиксированного ствола пистолет обладает хорошей копийностью. Можно регулировать усилия нажатия на спуск. Шептало выполнено из нержавеющей стали. BLE BM9 это вполне себе классическая ГББ реплика М9 Беретта с рабочей функцией декокера.
BLE XPD – это компактный и эффективный коротыш, у которого есть целых 3 предохранителя. Еще у него есть индикатор взведения затвора и в базе установлены светонакопительные прицельные приспособления. На первый взгляд PM2 – это ничем не примечательный ПМ на СО2 с неподвижным затвором, дико похожий на Глетчер. Но по комментарию производителя у него хороший регулируемый хоп-ап со стандартными резинками, как у Tokyo Marui, за счет которого пистолет может отправлять шары на дистанцию более 50 метров. А еще в комплекте с пистолетом идет рабочий глушитель, который глушит звук выстрела. Учитывая, что пистолет на СО2 вырисовывается более всепогодный и компактный вариант вторички снайпера, чем уже приевшийся МК-23 Stacom от Tokyo Marui. Modify тоже показали новый глушитель, который глушит звук на ВВД-винтовках и газовых пистолетов без отдачи. Конструкция не новая и простая, внутри установлены кольца разного диаметра из вспененного полимера. Если нет задачи глушить звук, можно установить спейсеры для стволиков от Modify и использовать глушитель для маскировки внутреннего стволика. Компания Secutor Airsoft наконец рассекретила информацию о своей новой винтовке Марксмана, которая выпускается под именем Repex. Как мы и предполагали, это некая вариация на тему SR-25 с модным тактическим обвесом, электронным спуском, возможностью программирования режимов огня и функцией быстрой замены пружины. В каталоге ФМА появилась новая реплика шлема Obscore Maritime с самым свежим набором аксессуаров. Шрауд – реплика крепления PNV Obscore Bungee Shroud. Подвес – реплика Luxliner. Боковые рельсы – реплика Obscore Skeleton Arcs с логотипом. Новомодный набор велкро панелей – реплика Obscore Exterior Velcro Replacement Kit. В одном из видео LCT, как всегда, якобы случайно, но мы-то знаем, что, как всегда, специально засветили уже готовую версию MP5 AEG с остальной штампованной ствольной коробкой. Подробностей пока нет, но, судя по всему, релиз уже не за горами. Edge показали очень полезную мелочь, которая может снять кучу головной боли для тех, кто хочет оставить 45-градусный спуск на своей спринговой снайперской винтовке. Это стопор пружины с возможностью регулировки степени прижатия. Ну или как это еще объяснить? Подходит для VSR-10, M40A5, L96 и так далее. В Японии стартовали продажи Gas Blowback версии HK417A2 от KSC. Из особенностей пока могу отметить правильные маркировки и систему работы затвора System 7.2. Ценник на наши деньги около 37 тысяч рублей. A&K тоже порадовали новинками. Во-первых, была анонсирована страйкбольная AEG-версия легкого пулемета Королевской морской пехоты Ее Величества LMG L110A2. Прототип уже есть, правда, элементы обвеса пока сделаны на 3D принтере. Во-вторых, поступила информация, что, оказывается, на выставке МОА 2018 была показана ГББ-версия пулемета М249, но каких-то видео с выставки нам пока добыть не удалось. Кстати, о пулеметах. На этой неделе моему сокоманднику пришел кастомный ПКП в Bullpup исполнении, собранный мастерской Bulgir Custom. Самой интересной деталью этого пулемета мне показался новый короб, а точнее новая внутрянка для стандартного короба от A&K. Что в ней интересного? Во-первых, сама система механизма подачи. Короб подает все шары даже под углом. Колесо подачи выполнено из алюминия. Установлен мощный мотор. Есть регулировка скорости подачи шаров. Подача шаров может осуществляться как в автоматическом режиме во время стрельбы, так и при нажатии на кнопку. Все внутренние каналы жесткие, то есть нет никаких гибких пружин, где могут застревать шары. А еще внутри короба есть большое и удобное место для размещения аккумулятора. Всем владельцам ПКП и ПКМ крайне рекомендую. И традиционная и уже любимая многими рубрика с находками на AliExpress. На этой неделе мне на глаза попались весьма интересные реплики аксессуаров для пистолетов. Во-первых, я нашел реплику прицельного комплекса Steiner DeBal PL. Судя по всему, с правильными маркировками. У данной реплики есть LCU, фонарь, ИК-фонарь и даже ИК-LCU. Также я нашел реплику достаточно новой модели фонаря с LCU от Surefire. Называется X400 Ultra. Судя по всему, элемент скопировали и логотип, и все маркировки. Еще я нашел новый вариант прицела для стрельбы по-сомалийски. Ну точнее, это призма в алюминиевом креплении для того, чтобы было можно целиться из-за угла.
Кстати, именно из такой призмы мы в свое время делали насадку для камеры на прицел, чтобы было можно снимать, что именно видно через прицел. Еще я нашел вот такую облегченную маску от ФМА. Выглядит достаточно спорно, но судя по комментариям в группе ВКонтакте, есть те, кому эта маска понравилась. Новости магазинов. В магазине Планета Страйкбола новое поступление от 9 на 39. В наличии ВСС винторез с двумя вариантами покрытия прикладов. Темным и светлым. В магазине Airsoft Rus большое поступление из Японии. В наличии новые пистолеты, автоматы и винтовки от Tokyo Marui. Из горячих новинок есть ГББ карабин МТР-16 и долгожданный пистолет Glock 19. Кроме того, обновился ассортимент внутренних стволиков и запчастей от PDI и Prometheus. Блиц новостей. ZPATS анонсировали выпуск цевья МК-16 URG-1 M-Log. Angry Gun тоже поделились свежими фотками своей версии этого же цевья. ВЕ анонсировали линейку глоков пятой генерации, в том числе Glock 19. SRC показали новый ГББ пистолет SR1911 Platinum, работающий на CO2. Шталь Airsoft показали прототип приклада с подщечником для М24. На фотках с выставки МОА 2018 мы нашли беретту с двумя стволами и ПМ с двумя стволами. Мы думали, что ВЕ уже отпустила, но нет. Появились первые фото прототипа ВВД версии ВССК выхлоп от НПО АЕК. Ну точнее фото половины частей прототипа. Больше новостей у меня пока для вас нет. Как вы видите, на этой неделе выпуск оказался весьма насыщенным, и это в том числе благодаря вашей ответной реакции. Как всегда, предлагаю обсудить новости в комментариях, оценить мою работу лайком или дизлайком, ну и напоминаю про голосование. Не зря же вы в начале видео открывали ссылку. До скорого! Кстати, не переключайте канал. Прямо сегодня, через какое-то время на нашем канале будет стрим с ланкастером, в котором мы будем обсуждать интересные новинки этого года.